Апрель 1959 в самом разгаре. Следствие формально продолжается, идут допросы, оформляются протоколы, проверяются показания. Но центр тяжести уже сместился из Ивделя в Свердловск, в областную прокуратуру. И все это на фоне подготовки к приезду московского проверяющего из прокуратуры РСФСР. А внизу на уровне людей в это время, словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Точнее не скажешь. Когда нет ясности, ее место быстро занимают догадки. Сознание человека не терпит пустоты. В состоянии неопределенности и недостатка информации большинство легко скатываются в конспирологию и достраивают свои догадки при помощи воображения. И вот уже в разговорах всплывают версии, одна ярче другой. Секретные испытания, закрытые объекты, шпионы, иностранная разведка, странные огни в небе. Канал Ірини Коновець-Поплавської. 15 апреля Романов, готовясь к визиту высокого гостя из Москвы, продолжает допросы. Но после того, как он выслушал родственников погибших, то сконцентрировался на поисковиках и тех самых терпил, на которых собирались свалить вину за чужие преступления. 29-летний инженер лаборатории физико-технического факультета Королев, который по общественной линии являлся председателем маршрутной комиссии при клубе туристов области, заявил, что подготовка, снаряжение и организация похода соответствовали всем требованиям для того, чтобы нормально прошел поход. Согласно списку, представленному комиссией, снаряжение группы соответствовало всем требованиям. А вот 27-летний младший научный сотрудник научно-исследовательского института металлургической теплотехники Карелин дал очень интересное показание. Кроме всего прочего, Романов его спросил о небесном явлении 17 февраля, и Карелин рассказал, как это происходило. И это единственное свидетельство, которое отличается от остальных. В связи с гибелью группы Дятлова следует рассказать о необычном небесном явлении, которое мы наблюдали в своем походе 17 февраля 1959 на водораздельных увалах рек Северной Ташемки и Вижаем. Около 7:30 утра свердловского времени меня разбудил крик дежурных, готовивших завтрак. «Ребята, смотрите, смотрите, какое странное явление!» Я выскочил из спального мешка и из палатки без ботинок в одних шерстяных носках и, стоя на ветках, увидел большое светлое пятно. Оно разрасталось. В центре его появилась маленькая звезда, которая также начала увеличиваться. Все это пятно двигалось с северо-востока на юго-запад и падало на землю. Затем оно скрылось за увалом и лесом, оставив на небосклоне светлую полосу. Это явление произвело на разных людей различные впечатления. Атманаки утверждал, что ему показалось, что сейчас Земля взорвется от столкновения с какой-то планетой. Шевкунову это явление показалось не так уж страшным. На меня оно не произвело особенного впечатления. Падение крупного метеорита и ничего больше. Все это явление происходило чуть больше минуты. Конец цитаты. Эти показания Карелина ломают всю ту единообразную картинку, которую рисовали предыдущие докладчики. Оказывается, не было одинаковой реакции на небесное явление. Карелин прямо говорит, произвело на разных людей разное впечатление. Иными словами, имеем одно и то же событие, одну группу людей, один момент, а реакции разные. Атманаки в панике, Земля взорвется, Шевкунов не так уж страшно, Карелин метеориты ничего больше. Это полностью разрушает дятловеческую позицию поведения группы Дятлова, если бы даже на них и подействовала какая-то стихия. Все испугались и выбежали из палатки. А сам Карелин ведет себя весьма спокойно, выбежал босой, да, импульсивно, но ничего особенного не увидел. Падение крупного метеорита. Видели, знаем. И что же получается? Оказывается, что-то необычное, яркое и даже пугающее для кого-то не обязательно вызывает массовую панику. Не всех парализует от страха и не заставляет бежать скопом куда-то сломя голову. А на чем стоит дятловедение?
Оно берет индивидуальную реакцию условного атманаки и растягивает ее на всех, игнорируя Шевкунова и Карелина. Но в жизни люди всегда реагируют по-разному. Это только у Дятловедова они ведут себя как по команде. Это свидетельство Карелина очень опасно для любой природной версии. Оно показывает, что даже самое необыкновенное небесное явление не может автоматически объяснить организованный массовый выход из палатки, потому что не явление определяет поведение, а то, как его воспринимают. Вот представьте древних людей. Сидят в лесу. Гроза, гром, молния бьет совсем рядом. Большая часть племени в панике. Это бог Перун на нас сердится. И под этим соусом срочно создаются ритуалы, церемонии, жертвоприношения, мифы. А меньшая часть племени, где-то 25%, пытается образумить остальных. Слушайте, а давайте просто не стоять под высоким деревом во время грозы. Мы заметили, что этот огонь именно в высокие деревья попадает. Никакой мистики, просто наблюдение и вывод. Но есть нюанс. До наших дней дошел кто? Перун с красивой историей, характером и драмой. А те, кто просто сказал «не стой под деревом», где они? Кто о них знает? Потому что это скучно. И вот дятловедение из той же серии. 20 век. Сидят в зимнем лесу люди, смотрят на небо, а там кометы, метеориты, солнечное сияние. А в 1959-м даже спутники летают и ракеты. И одним страшно, а другим нет. И хотя это 20 век, но сама природа человеческая не изменилась. Скептики исчезают, а мифы остаются. Шевкунова кто помнит? Где он? Как он? Как сложилась его жизнь? Нигде не нашла информации о нем. А Карелин, вроде не глупый дядька, а пошел за большинством, с их ритуалами. Не захотел быть белой вороной. И потом десятилетиями дятловеды обсуждают уже не страшное преступление, а выдуманные истории о нем. Вот поэтому мы имеем дело с дятловедением как с современной версией культа бога Перуна. Кстати, те древние скептики, им же пришлось тоже потом со всеми в ритуалах участвовать, плясать и просить Перуна отвести от них молнии. Иначе бы их просто вытурили из племени и подвергли остракизму. Так устроен этот мир. Так что Карелин на допросе послушно соглашается с общепринятой версией на тот момент, что, разбив палатку, группа стала располагаться на ночлег и готовить холодный ужин. В это время их что-то напугало, они все выскочили из палатки босиком, но он дает такую ремарку. Таких людей, какие были в группе Дятлова, могло напугать необыкновеннейшее явление, из ряда вон выходящее. Свист ветра, шум, небесное явление и даже одиночный выстрел их напугать не мог. Также Карелин накинул на Золотарева, что свидетельствует о том, что шпионская версия продолжает развиваться в разных направлениях. Юдин в этот день у Романова защищал Золотарева. Он ничего подозрительного за ним не заметил, в походе вел себя хорошо, был дисциплинирован, и о нем я ничего плохого сообщить не могу. Дополнительный допрос Масленникова касался в основном организации похода группы Дятлова. Далее вызвали Слабцова, студента 3-го курса, тот рассказал свои впечатления от поисков и ничего лишнего. 16 апреля допросов не было. Считается, что именно в этот день заместитель прокурора РСФСР Ураков прибыл в Свердловск и состоялось совещание в обкоме, на котором Романов доложил содержание жалоб родственников и результат допросов непосредственных руководителей организации похода группы Дятлова, которых обвиняли в халатности. Приезд Уракова в Свердловск следует из известной записки Тымпалова Каратаеву, и сам Каратаев говорил: «Мне дана была команда за 2 дня явиться срочно в Свердловск для доклада зампрокурора Уракову, зампрокурора РСФСР. Клинов позвонил: Володя, ты являешься в форме». Еще один факт, на который указал Каратаев, сообщая о приезде Уракова, был связан с шарами. Огненные шары в виде полета ракеты Р-7 наблюдали 17 февраля и 31 марта.
Поэтому приезд Уракова в Свердловск мог быть только после 31 марта, то есть в апреле. Таким образом, Каратаев считал, что 17 февраля над Ивдельским районом пролетала двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 с отделяющейся головной частью массой 3 тонны и дальностью полета 8000 километров. Он рассказывал: позже я выезжал в Североуральск, там тоже установил свидетеля, видевшего полет огненного шара. Все эти материалы были затребованы заместителем прокурора республики Ураковым. Я передал их прокурору Ивделя Тымпалову, тот отвез их в Свердловск. Конец цитаты. Для доклада в Свердловск вызвали и прокурора Тымпалова. 17 апреля допросы свидетелей Гордо и Артюкова проводит тот же Романов. Гордо рассказывал, как он организовывал поиски, мы это все знаем. Артюков то же самое и добавляет, что обнаружить остальных спортсменов пока не удается. Розыски оставшихся продолжаются с такой же интенсивностью. 18 апреля Тымпалов на допросе у Романова уже как свидетель. Есть мнение, что его допрос происходил в присутствии Уракова. Может быть, потому что протокол записан Тымпаловым собственноручно. Наверное, сначала они все побеседовали, а потом Тымпалов записал свои показания. А мы знаем, что, по словам Каратаева, первое ощущение у Тымпалова было чистая уголовщина. А теперь посмотрим, что он говорит на допросе как свидетель. Из документов, дневников студентов, записей последних мне ясно, что студенты погибли 1 или 2 февраля 1959 года. Из ряда показаний свидетелей мне ясно, что в эти дни в горах, и не только в горах, был сильный ветер и было очень холодно. Исходя из обнаруженных тел в количестве 5 человек, той обстановки, в которой они находились, мне становится ясно, что все студенты замерзли. Нападение на них людей исключается. Это мое личное мнение. Окончательное же мнение может только сложиться после обнаружения и осмотра всех остальных студентов, то есть еще 4 человек. Все студенты покинуть палатку свою могли лишь потому, что при сильном ветре кого-то из них в то время, когда вышел из палатки, сорвало ветром, и этот человек поднял крик. Студенты испугались, бросились из палатки и также ветром были унесены от нее, но при метели ветре забраться снова в палатку им было невозможно, и они замерзли. Конечно, такой вывод можно делать только по обнаруженным 5 телам студентов. Какова же причина гибели других 4 студентов, мне неизвестно, так как тела их еще не обнаружены. Если и у этих 4 студентов причиной смерти будет замерзание, то вышеуказанная версия будет правильная. Конец цитаты. И здесь важно не то, что Тымпалов пишет, а то, как он осторожно изъясняется. Это мое личное мнение. Окончательное мнение может сложиться только после. Мне ясно, исходя из обнаруженных тел. Это язык человека, который откладывает окончательное решение на будущее. Но зная обстоятельства его работы, понимая, что причиной осторожности Тымпалова является внешнее давление на него. И в результате этого давления он уже закрыл для себя криминал. Нападение на них людей исключается. Вот так категорично. Алис. Криминальная версия окончательно выведена из обращения. Остаются только ветер, холод, огни, паника, бегство из палатки и невозможность в нее вернуться. И в то же время Тымпалов признает, что такие выводы он сделал только по обнаруженным 5 туристам. Но нетрудно догадаться, что имеется в виду. Когда найдут остальных, это ничего не изменит. Потому что с Тымпаловым поработали как в Ивдельском районе, так же он проникся генеральной линией партии, которую озвучил ему Ураков. Прямо в глаза ему смотрел и озвучивал. Очевидно, что Тымпалова давят с 2 сторон.
В Ивделе фигуранты и руководители района и их интерес максимально приземленный, не допустить, чтобы дело стало уголовным по существу. А верхний уровень – это Свердловск, Москва. У этих другая логика. Им не обязательно знать подробности, им достаточно видеть гибель группы, резонанс и непонятную ситуацию. А скандалы в такой системе не расследуют, их гасят. И самый простой способ погасить общественный резонанс – убрать криминал с повестки, потому что тогда есть суд, есть публичность, есть вопросы, как же это допустили, а это уже журавль в небе, который может улететь очень высоко. Тогда можно легко выйти на самих себя. Лучше уж синица в руках, что-то корявое, но под полным контролем. Короче говоря, Ивдельским нельзя, чтобы раскрутили это преступление, а Москве не нужно, чтобы его раздули. И вдруг магия. У тех и других одна и та же цель. Дело нужно закрыть как можно скорее и без криминала. Опять же, ивдельские и московские не говорят друг другу прямо: да, мы знаем, кто убил туристов, и мы хотим покрыть вот этих конкретных фигурантов. Все гораздо элегантнее. Криминальная версия не педалируется, одобряются любые безопасные разъяснения, погода, случай, стихия, формулировки осторожные, выводы размытые, но все действуют в одном направлении. Все просто до цинизма. Ураган окей, огненные шары пока непонятно, как их можно обыграть, но тоже неплохо. Что там Дубинин хочет, ракета или снаряд? Да пожалуйста, почему нет? Ищи-свищи, что там летало в небе. Криминал – это единственное, чего нельзя допустить, все остальное обсуждаете до опупения. В итоге имеем ивдельский крик души «только не криминал», московский «только не скандалы, не шумиха». Разные силы с разными мотивами устраивает один результат, и их действия внешне начинают выглядеть для конспирологов как согласованные, даже если прямо никто не договаривался. И Тымпалов это чувствует кожей, и поэтому пишет на допросе, что криминал исключается, выполняя хотелки как Ивделя, так и Москвы. Ураков встречался и с Ивановым, и Клиновым, после чего свердловским следователям дали четкий сигнал. Дело нужно закрыть как можно быстрее, без лишнего шума. И, скорее всего, там Ураков намекнул Иванову, что если тот нормально закроет дело, то получит приятное повышение по службе. Потому что Уракову важно было привести в Москву результат, что родственники успокоились, шум сошел на нет, а дело скоро будет закрыто. Все остальное уже вторично. 4 еще не нашли? Неприятно, но не критично. Ищите дальше. Но вряд ли там обнаружится что-то то, что перевернет картину. Общая логика уже выстроена. Бежали, падали, травмировались, кто-то мог удариться о камни, замерзли. И даже такие экзотические предположения, как побег за границу, тоже почти разрешился. Если бы кто-то действительно сбежал, он бы уже где-то проявился, запросил убежище, вышел на связь. Золотарева уже бы по телевизору все западные каналы показывали. Раз этого нет, значит эту линию можно закрывать. Наверное, Ураков уехал 20 апреля вечером, потому что Романов в этот день еще допросил Лебедева, который ничего нового не добавил. По его мнению, в ночь, в которую предполагают произошло несчастье, была страшная метель. Все. Ураков и Романов исчезают с поля зрения, а Свердловская прокуратура ломает голову над тем, что у них осталась неделя до 28 апреля и что с этим делать. 24 апреля Иванов допрашивает старшего мастера Уральского завода гидромашин Аксельрода. Тот считает, что дятловцев принудило к бегству проявление каких-то внешних сил. Если палатка спит, закрыта, то это либо очень яркий свет, либо очень яркий сильный звук, либо то и другое вместе. Они понимают, что к палатке им уже не вернуться. Двое, Кривонищенко и Дорошенко, засыпая, умирают, а остальные в последней попытке спасти жизни устремляются либо к лабазу, либо к палатке. На этом пути их настигает смерть. Конец цитаты. Абы шо, Аксельрод держит нос по ветру, он понимает, что сейчас в приоритете яркий свет и сильный звук. Согрин, студент 4 курса Политехнического института, нам очень интересен как автор радиограммы о падающем небесном теле, которая его очень напугала.
Прошел почти месяц с того момента, посмотрим, что он думает сейчас. По непонятным причинам ночью или утром, в то время светало в 8-9 часов утра, группа в полном составе бежала из палатки. Каждый бежал в том, чем он был. Во время одевания, завтрака, группа, испугавшись чего-то, бежала из палатки. Это могло быть и в 5, и в 6, или даже раньше. Действие внешнего фактора, заставившего группу покинуть палатку, видимо, было довольно продолжительно, так как спуститься вниз на 1,5 километра босиком и не одуматься требуется некоторое время. Оказавшись в таком положении, они замерзли, проявив колоссальную волю в борьбе за жизнь. Не найденные еще участники группы Дятлова, на мой взгляд, находились тоже у костра, но, имея теплые вещи, а главное обувь, пошли в направлении 2-го Северного на свою лыжню. Не имея сил бороться с глубоким снегом, без лыж, они тоже где-нибудь замерзли. Не стали они возвращаться к палатке, думая, что ее нет, либо боясь в нее вернуться. Конец цитаты. Ни слова о ракете, снаряде или метеоритах. О них Согрин даже не заикнулся. Зато он подчеркивает, что дятловцы проявили колоссальную волю в борьбе за жизнь и таким образом поддержал линию на их героизацию, которую ведет до сих пор. Согрин все-таки позже стал ярым поклонником именно техногенной версии и даже книжку написал как истинный дятловед. 27 апреля на место поисков прибывает уже 6-я смена, среди которых Аскинадзе, Суворов, Кузнецов, Мохов, Делевич. 28 апреля следователь Иванов и заместитель начальника следственного отдела Лукин все-таки запросили прокурора области продлить следствие еще на месяц. Иванов обосновал свой запрос необнаружением остальных участников похода, вследствие чего ему не предоставляется возможность установить окончательно причину гибели туристов и виновников этого, а метеорологические условия района гибели не позволяют проводить поисковые работы в масштабах, которые позволили бы обнаружить других участников похода. Это идет вразрез требованиям Москвы. Дело побыстрее закрыть. Но как его можно закрыть, если остальные 4 еще не найдены? А потом что, опять открывать и все сначала? И хотя поиски уже всем надоели, особенно руководителям Ивдельского района, а снег окончательно сходит в тех краях после 18 мая, но Клинов с Ивановым соглашается. А огненные шары набирают обороты. В дело подшивается вырезка из газеты «Тагильский рабочий», город Нижний Тагил, за 18 февраля 1959 года. Автор – заместитель начальника связи высокогорного рудника Кисель. Называется заметка «Необычное небесное явление». В 6 часов 55 минут местного времени вчера на востоке, юго-востоке, на высоте 20 градусов от горизонта, появился светящийся шар размером с видимый диаметром Луны. Бла-бла-бла. И, продолжая движение, это необычное небесное явление слабело и размывалось. Думая, что оно каким-то образом связано со спутником, я включил приемник, однако приемов сигнала не было. Конец цитаты. И давайте, наконец, присмотримся, что же это было за необычное небесное явление, на котором строится следствие по делу гибели туристов, которые за 17 дней до этого ушли в мир иной. Почти точно это не комета. Кометы – это медленная история, а не шоу за 10 минут. Описание Киселя, светящийся шар, движение по небу, вспышка, 2-я фаза, серп, разрыв, светлое облачное образование растеклось по небу. На метеор не похоже, для метеора это слишком долго и сложно, а вот болид уже ближе, там могут быть вспышки, распады и оставаться след. Но наиболее вероятно это след от ракеты или ее ступени. Шар – это газовая оболочка, вспышка внутри отделения ступени или взрыв топлива, растекающееся светлое облако – это след в верхних слоях атмосферы, продолжительность 10-15 минут абсолютно нормально для этого случая.
И еще деталь. Кисель пишет, что он включил приемник, а сигнала не было. Этим он намекает на то, что это был искусственный объект. Что-то летит высоко, что-то в нем срабатывает, образуется светящееся облако, которое красиво размазывается по небу. Все это прекрасно, кроме одного. Это вовсе не означает, что ракета летела над головой дятловцев, она просто оказалась полезной для желающих побыстрее закрыть дело под благовидным предлогом. Все видели самолеты с инверсионным следом. Они летят как будто над головой, но на самом деле за 200 километров. Здесь то же самое, только эффект сильнее и ярче. Могла ли ракета пролететь над дятловцами? Легко. В небе где-то там, но не прямо над ними. И это не тот объект, что накрывает людей физически. Даже если дятловцы видели какую-то ракету, максимум реакции, что это за фигня в небе. При этом они бы не испытали никакого механического воздействия, типа удара или волны. И это не значит, что ракета летела прямо над ними или как-то их зацепила. Но когда люди не могут объяснить что-то, то их фантазия работает лучше, чем физика. И тогда они начинают изощряться. Хорошо, ракета пролетела далеко, мы это признаем, но она успела выброшенными газами всех дятловцев с ума свести. Они стали как слепые. Однако тут есть 4 «но». Во-первых, ракеты и их ступени летят очень высоко. Это не над головами, а минимум десятки километров выше. То есть между ракетами и людьми огромный слой атмосферы. Во-вторых, влияние газов – это вообще полная ерунда. В открытом пространстве любой газ мгновенно рассеивается, а на морозе и на ветру еще быстрее. Дятловеды же перед этим пупы надрывали, доказывая, что в районе горы Холодчахль дули метели и бураны. Следствие замучилось опрашивать свидетелей урагана. И вдруг новое вводное – ракета и ее газы. Все бураны и метели в топку. Теперь полный штиль вверху Ауспии, а выхлоп ракеты сконцентрировался именно на дятловцах. Причем, чтобы дятловцы куда-то побежали от газов, необходима не только их высокая концентрация, но и продолжительное время воздействия. Короче, ничего из этого здесь не бьется. Отсюда следует, что предположение, что газы от ракеты ослепили дятловцев и свели их с ума, это из разряда фантастики. Ни до, ни после 1959 года никто такого не наблюдал, чтобы после того, как ракета пролетела где-то в небе, люди массово теряли зрение и становились неадекватными. В-третьих, если бы произошла авария ракеты в верховьях Ауспии, то от нее остались бы хоть какие-то обломки, следы на местности, другие подтверждения. А ничего этого первые поисковики не обнаружили. Вот читаешь такое и диву даешься. Ну, было что-то яркое, светящееся высоко-высоко в небе. Ну, как им удалось убедить сторонников ракетной версии, среди которых есть и физики, что это свечение – причина гибели туристов на Земле? Ракетная версия ведь держится не на фактах, а только на желании найти что-то впечатляющее и техническое. А когда фактов нет, то надо придумать красивое слово «техногенная авария». А что? Звучит солидно, но это как куртка оверсайз. Висит на фигуре стильно, но самой фигуры не видно. Так и с техногенной аварией. Что-то произошло из-за техники, а что именно, не спрашивайте. Опять же, техногенная катастрофа, поинтересуйтесь, она оставляет катастрофические следы, которые невозможно не заметить. Кратеры, обломки, сгоревшие деревья, столбы дыма. И при этом дятловеды пытаются запихнуть в техногенную версию все. И ракету, и испытания, и взрыв, и утечку газа, и все то, чего никто не видел. Потому что это решает сразу несколько проблем. Звучит научно, не требует доказательств, не называет виновного, есть пространство для фантазии. Безупречная штучка, когда нужно объяснить все и ничего не сказать. Главное, что это не криминал, нет виноватых, не стихия, выглядит гораздо серьезнее, и это что-то секретное, и тут можно ничего не объяснять. Идеальное дятловедческое решение. Произошла какая-то фигня, связанная с техникой, но не спрашивайте какая. Опять же о разных восприятиях. Тут интересно изучить интервью Гудкова. Пискарева прессовала его как могла. Вот вы когда ходили в поход, там над вами кружили самолеты, 2 дня подряд, пока вы находились в районе высоты 10,79.
А сын Гордо ей сказал, что в тех местах в те времена хранились ядерные боеголовки. Неужели соответствующие организации, спрашивает Пискарева, не следили за тем, куда посылают туристов, в какие районы? Ведь в нашей стране почти всегда был тотальный контроль над всеми и вся. Умница Гудков на это ответил так. И самолетам мы не придали особого значения. Просто приятно было увидеть в диких местах свидетельство существования цивилизации. Насчет тотального контроля вы совершенно правы. И именно поэтому я думаю, что все разговоры о секретных запретных зонах в районе Тартена – полная ерунда. Как бы ни относиться к деятельности органов, но какую-то профессиональную подготовку они все же получали. И предотвратить появление ненужных людей в ненужном месте, наверное, смогли бы без кровавых эксцессов. Конец цитаты. Вот вам итог. То, о чем мы тут толдычим. Одни люди развивают конспирологию, а другие говорят, что это просто летали самолеты, и при их виде гудковцы даже радовались. А секретность – это основа ракетной версии или снарядной, как хотите. Это все следствие конспирологического мышления. Но власти не перечили такому восприятию огненных шаров и никак такие слухи не пресекали. Хотя, казалось бы, если там было что-то секретное, то они должны были бы все силы бросить, чтобы развеять такие слухи в народе. Ашкенадзи, наш ценный свидетель, это все наблюдал воочию. Тогда весь Свердловск говорил, что где-то на перевале взорвалась ракета. Этой же информацией начинял нас и полковник Артюков. Возможно, что у него задание было такое. Властям было выгодно пустить слух о ракетной версии, потому что эта версия оправдывала всю секретность вокруг этого дела. Это как-то успокаивало людей и даже родственников погибших. Эта версия уводила от поиска настоящей правды. Ну, раз ракета, то это все связано с государственной тайной, поэтому и не надо требовать от властей объяснений каких-то. Конец цитаты. А вот точка зрения Тиунова по поводу мнимой секретности. Конечно, в действительности никто не сомневался, что туристы УПИ погибли не своей смертью. Однако специальные товарищи очень настойчиво дали понять широким массам общественности, что трагедия группы Игоря Дятлова напрямую связана с какими-то крайне серьезными государственными интересами. По тем временам этого оказалось вполне достаточно, и общественность постепенно успокоилась. Пускай и не так быстро, как того хотелось властям. Главное, никто даже и не подозревал, что всех умело обвели вокруг пальца, направив ход расследования трагедии по заведомо ложному пути. Характерно, что с тех самых пор и на протяжении многих лет практически для всех версия секретных испытаний стала своеобразным стереотипом. Конец цитаты. Почему же секретность так успокаивала население? Почему непонятное и страшное утешало, если человек вдруг узнавал, что это связано с государственной тайной? Почему это работает? А потому что засекреченность объясняет, успокаивает, предлагает дальше не лезть, то есть на этом закрыть вопрос и, что немаловажно, внушало чувство порядка. Ну, раз это секретно, значит так надо. Но всегда есть люди, которые на это не ловятся, а наоборот, как Ашкенадзи, соображают. Если преданный власти Артюков насаждает ракетную версию, то это значит, что властям она выгодна. А Тиунов, он же сам варился среди этих ракетчиков, он от них сбежал, когда понял, что эта версия какая-то дурацкая. И Тиунов считает, что людям сознательно дали понять, что это нечто государственное. И этого хватило. Никто не проверяет, никто не копает, потому что, ну, это же серьезные вещи, мы туда не лезем. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Но на самом деле эта псевдосекретность, она ничего не объясняла, была одобрена сверху с одной целью, как способ убрать лишние вопросы. Магическое слово «секретно» до сих пор работает лучше любого расследования. А что там произошло? А в ответ: строгий секрет, государственная тайна. И человек такой: ну тогда понятно, всей правды мы все равно никогда не узнаем. Что и требовалось доказать.
Человек закрывает этой универсальной фразой любую дыру в логике, потому что она снимает обязанность что-то доказывать. Но мы же не знаем всего, там секреты, нам не расскажут. И даже если какая-то дятловеческая версия рассыпается, то она будет жить вечно, если сказать эту магическую речевку. Правду от нас скрыли. Это очень комфортная позиция, потому что ощущение загадочности и тайны, во-первых, дают человеку чувство превосходства и того, что он понимает что-то больше других, а во-вторых, объясняет любые пробелы. Любую историю можно завершить этой фразой. Не надо высказывать свое мнение, нести ответственность за версию. Достаточно сказать: правду мы никогда не узнаем, нам ее не расскажут. Отмазка на все случаи жизни. Скрыли, зачистили, сымитировали, уничтожили, значит, нечего и голову ломать. Суперпозиция. Как будто ты ищешь правду, но она всегда где-то за горизонтом. Не благодарите.